Sorry. Далеко не в каждом кафе можно найти пиво, и уж тем более бочковое. А здесь прям вообще пивоварня. Приехали, казалось, так тепленько было. Прошло 10 минут, и опять начался сильный ливень. Comment ça va? Ce secondo per la bouille. Ce secondo. Where you from? Доброе утро из Тринидада. Здесь я планирую провести 2 полноценных дня. Сейчас вот заселился в хостеле, или как местные называют это, каса, где проживает семья и сдает комнаты. Такой вот шикарный балкончик у них здесь. И, конечно же, моя комната. 20 евро, включая завтрак. Скромно, со вкусом. В принципе, для путешествия по Кубе большего, как по мне, и не нужно. У них даже зомбоящик здесь есть. И сейф. Сейчас 3,5 часа дня. Сюда я ехал 6,5 часов из Виналиса. Сегодня я хочу ознакомиться с центральной частью города. А завтра я поеду куда-нибудь за его пределы. Здесь, в принципе, хватает что посмотреть. Так что, let's go, поехали! Пацаны здесь подбухивают, видимо, отмечают какой-то праздник сегодня. А вот, собственно, и сам Дон Пепе, кафе. Как дела? А что, очень красиво, кстати. Если бы еще не этот прилипало, я вообще воодушевился в войне. Хола! В общем, у них тут, оказывается, дефицит с блюдами и с напитками, пива вообще нету, а из еды есть только сэндвич. Поэтому я заказал себе местный коктейль Коба Либра и жду сэндвич. Вот такие сэндвичи мне подогнали в тостере, колбаска, сыр, все по-домашнему. Ладно, перекусил. Обедом, конечно, это трудно назвать, ну, для перекуса сойдет. Все равно я это место рекомендую, оно просто не для обеда. Сюда стоит приходить, чтобы закинуться коктейлями. И место все равно очень даже прикольное. Hola, сеньор. Сеньор. Мое почтение. Вот эта башня относится к музею, который называется Музей борьбы с контрабандой или Музей борьбы с бандитами. В 16 веке, когда был основан Тринидад, он славился прежде всего тем, что его жители в основном занимались контрабандой. И, собственно, этот музей и посвящен этой тематике. К сожалению, музей уже закрыт, поэтому постараюсь в него попасть, может быть, завтра, если получится. Франция. Это центральная площадь города, называется Плаза Майор. И, честно сказать, мне этот город начинает нравиться все больше и больше. Здесь рядом тоже есть музей с обзором на город, музей истории рядом с центральной площадью. И я вижу, что он тоже закрыт, мне сказали, потому что Аю я уже понял, что это значит. Это означает дождь. Видимо, в связи с дождем этот музей закрыли, так как он находится под открытым небом. Пока что мне не везет, я продолжу дальше ходить по городу и надеюсь, что до темноты еще успею найти что-то, что функционирует сегодня. Пацаны ругаются, видимо, в одно касание. Нормально они забрели ворота, единственное, что нет перекладины. Буфон? Пас. Ну?
Sorry. Так, церковь тоже закрыта, хотя всего лишь 4 часа дня. Не сказать так, что уже прям слишком поздно, но, видимо, здесь все относительно рано закрывается. Здесь я вижу, что рядом с центральной площадью массаж-сервис. Тотал 90 минут, 60 минут, 20 минут. 15 евро, говорят, массаж стоит здесь 60 минут. Я, правда, не разобрался, что здесь за массаж. Я продолжу пока что гулять по местным улочкам, пока что мне очень нравится. Несмотря на то, что облом со всеми достопримечательностями, которые позакрывались раньше, чем я этого ожидал. Очень много здесь прилавков с различными сувенирами, картинами. Очень красиво. Здесь местный ларек. Hola. Hola. Mundial, el casillero del diablo para el mundo entero. Bla, 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 bla. Ok. Hola. Ну так, вне туристической улочки местные беззаботно сидят прямо у входа своих домов. Hola, guys. Эти как-то расстроенные. Тут даже граффити есть. Подыграл. Еще одна интересная площадь города, но менее популярна среди туристов. Здесь, я смотрю, вообще пусто. Вокруг развалившейся церкви Санта-Ана сделали довольно-таки уютный парк. Более-менее его преобразили. В общем, здесь, я так понимаю, местная пивоварня. Я честно скажу, это лучший пивандри, который я пил в Кубе. Так что рекомендую. Далеко не в каждом кафе можно найти пиво, и уж тем более бочковое. А здесь прям вообще пивоварня и, в принципе, зачет. Hola, señor. ¿Este número de teléfono? No, no español. Tranquila, tranquila. Te paso a buscar. Israel. Israel. Пришло время нормально перекусить. Я вернулся на ту же улицу, где был изначально, в кафе Дон Пепе. Прям ощущение, как будто бы попал в этнографический музей. Мне кажется, я вовремя зашел в ресторан, попросил самое лучшее блюдо, порекомендуйте мне. И получил вот такие шашлычки с рисом и с овощами. И это, кстати, не рис, а что-то наподобие арабской маджадры. Здесь вот свининка и также наверху кусочки ананаса. И, честно говоря, это лучшая порция, которую я заказал за 4 дня пребывания на Кубе.
Сейчас 11 часов ночи. И, наверное, можно подумать, что я оказался в какой-то пещере. Я действительно нахожусь в какой-то пещере. Но в этой пещере находится ночной клуб. Я обычно никогда не веду съемку в сортире, но этот момент я хотел запечатлеть. Посмотрите, как выглядит сортир в ночном клубе, который находится внутри пещеры. Добрым утром. Сейчас я приехал в Сахарную долину. День у меня начался с левой ноги. Изначально я планировал посетить водопады. Проделал туда большой путь, заплатил 20 евро водителю туда и назад. В итоге оказалось, что доступ был закрыт из-за сильного ливня. Поэтому водопады в окрестностях Тринидада, видимо, мне не суждено увидеть. Поэтому я воспользовался планом Б. Мы приехали сейчас в Сахарную долину. Здесь когда-то работали африканские рабы. А вот на этой башне находились надзиратели, которые наблюдали. Гаторохо. Рыжекотничаешь? Everywhere you can find in the present only on a house. Here, every ruins of the buildings in the factory. San Isidro don't was the bigger one factory, but it's the only one place where you can see that ruins. That walls was the support, the really support of the sugar press. In the beginning, they used a wooden system with 3 vertical cylinders in efficient and. Me gusta mucho el deporte, me gusta sobre todo baloncesto, pero bueno, en estos momentos. Не хотел бы я быть смотрящим надзирателем. Каждый день запарился бы так подниматься. И опять дождь начался. Приехали, казалось, так тепленько было. Прошло 10 минут и опять начался сильный ливень. Здесь были бараки, где спали рабы, и условия, в которых они находились, были достаточно неплохими. Ну что, все поднимаемся, да поднимаемся. 45 метров высота. В общем, решили мы тут выступить плотно по лобстеру и по свининке с сыром. И выглядит это многообещающе. Поделимся пополам, так что удачи нам. Лобстер просто топовый. Свининка с колбасой и сыром тоже просто топовая. Так что это место посещайте, если вы в Тринидаде. I agree. Exactly. Do you agree? I couldn't have said it better. Сейчас я пойду с Виллом к местным ребятам, которые тут исполняют музыку. Вилл — это американо-мексиканский кубанец, который со мной в одном хостеле. Мы все вместе взяли экскурсию на сахарные плантации. Он знает испанский, так что познакомился тут с ребятами. И среди них есть местная знаменитость, слепой музыкант. И сейчас мы
у них побываем в гостях. Алло. Entonces, hermano. Te perdí, ¿cómo estás, Diego? Te lo voy a decir, cambiamos el teléfono y... Buenas tardes. Gusto conocerlo. ¿Cómo que te perdiste? Mucho gusto. Me perdí, estamos, es un amigo mío que conocí hace 2 horas. Yo porque cambiamos el teléfono. Vamos a ver cómo... He's the musician, the blind one. Toma asiento, ven. No, pero ese lado, ese lado. Gracias. Acomódese. No. ¿Sabes qué? No sé, ¿por qué no suena bien? Porque estás tocando mal. Porque no se toca, Mira, aguanta que. Here we are. La canción esa, la americana. Так, попробуем испытать судьбу еще раз. Может быть, в этот раз получится зайти в музей бандитов. Hello. Open? Именно тогда, когда я этого не ожидал, проходил мимо, ни на что не рассчитывая, я случайно вдруг увидел, что здесь открытая дверь. И, в принципе, это тот музей, с которого я хотел еще вчера начать свой заход в Тринидад. Меня здесь прежде всего привлекает не столько сам музей, сколько подъем на башню, с которой хороший обзор на город. В принципе, я мало что тут понимаю, нигде ничего не написано. Выставлены различные фотографии, некоторые вещи старинные, которые сохранились. Такой себе раздолбанный музей, как будто бы завернул в какую-то подворотню. В принципе, как я и ожидал, ничего здесь нет интересного. Так что будем двигать на башню. О, красота! Завтра утром я уже собираюсь покинуть Тринидад. Одна из моих самых провальных миссий, но так бывает в путешествиях, что не при каждом визите все получается так, как ты это задумывал заранее. У меня не получилось попасть на пляж из-за сильного дождя, это не имело смысла. Я поехал на водопады, но так получилось, что национальный парк закрыт, и хозяин моего хостела, Барбос, тоже об этом не знал, поэтому, собственно, у меня не было шансов откуда-то получить информацию, пока я туда не добрался. Та экскурсия, которую я взял в сахарной плантации, на меня не сильно произвела впечатление. В Тринидаде тоже были постоянные дожди. Что бы я хотел отметить, я очень неплохо завис здесь с местными. Поиграли музыку, попели песни, точнее я послушал и просто кайфанул. Я прикольно провел время в ночном клубе и неплохо отведал местные деликатесы. Cigars. ¿Cómo se va? Cigars. Su segundo para la bumue. Su segundo bumue. Where you from? Mucha chica. Where you from, sir? Израиль. Israel. Israel. You like cigars? Lucky. No, I have. Yeah, okay.
Gracias, señor. До встречи.